Для начала я бы хотел выразить благодарность. Выражаю благодарность украинским телеканалам за то, что они дают мне возможность заниматься моим любимым хобби. Новая передача «Антизомби». Раззомбируем. Медиавойна. Как российские пропагандисты изображают украинских детей. И вот эксперт по всему сейчас объяснит, что именно делают российские пропагандисты. Награється ось це, що навіть найменші, які ще там не усвідомлюють, які ще Пушкіна не читали, а вже хочуть вбивати. Тобто ось цей жах вони намагаються нав'язати. Вот этот ужас российские пропагандисты пытаются навязать своим зрителям, читателям. Ведь на самом деле все не так. Послушав на уроках про российско-украинскую войну, дети и сами уже готовы взять в руки оружие. Построенный детьми блокпост в Запорожской области федеральные каналы выдавали чуть ли не как стратегический объект. Блокпост на въезде в село Варваровка Донецкой области. Машину останавливает мальчик лет 13. И хотя все это только игра, и у малышей деревянные автоматы, а даже одиозный канал «Звезда» признает, что водители останавливаются здесь лишь чтобы подыграть детям. Ну понятно, да, детский блокпост, детские балаклавы, детские деревянные автоматы. Странно было бы, если бы у них были в руках настоящий АК. Я думаю, дело за малым, но пока что вот так вот, как есть. И здесь вот я бы хотел остановиться по поводу того, что написала «Звезда». Еще раз. А даже одиозный канал «Звезда» признает, что водители останавливаются здесь лишь чтобы подыграть детям. Найдите вот здесь вот в указанном скрине то, что телеканал «Звезда» такое признает. А я вам сразу посоветую почитать последнее предложение. Фраза о том, что водители останавливаются для того, чтобы подыграть детям, нет ни в скрине, выложенном вот в этом передаче, ни в оригинале, само собой, разумеется. Таким образом, вот кем надо считать своих телезрителей? Абсолютным быдлом, абсолютным стадом, которое будет смотреть, видеть буквы, но ему озвучивают текст, и он думает, а, да, здесь так написано. Послушайте, какие выводы делает кремлевский корреспондент. Дети, как один говорят, готовы за родину убивать. И каждый день, записывая ни в чем не повинных детей в убийцы уже в следующих своих творениях. Просто разорвали на куски российских пропагандистов. Давайте посмотрим украинских, хотел сказать пропагандистов, журналистов. Дорога в село Варваровка Гуляйпурского района. В самом центре блокпост. Здесь просят остановиться. Добрый день, можно ваши документики? Причем не документы, а документики. Вот это вот, знаете, юные милиционеры. Это не бойцы Нацгвардии. На страже порядка местные школьники, но блокпост у них настоящий. Землянка ховається там від вибухів, там, снарядів всяких. Копали 1,5 дня. Потім накрили, там великі брили є. Главное, поняли, что основное это морду спрятать. С детства, когда это понимаешь, это дает тебе возможность стать человеком. Активист с позывным «Танкист» рассказывает, приятнее всего, когда к ним заезжают бойцы из зоны АТО. Щоб їм приємно було дивитися на нас, ми вирішили построїти їм. Ну, як вам сказати. Захотілося построить и все. С трудом может объяснить, зачем они это построили, но для того, чтобы бойцы, которые вернулись из таких же окопов и землянок на свою историческую родину, увидели на своей исторической родине такие же окопы и землянки. Самодельные деревянные автоматы, зенитная установка. Здесь все продумано, как и у настоящих военных. На каникулах планируют придумать на своем блокпосту что-то новенькое. Предлагаю построить игрушечную виселицу, а также построить такое игрушечное СБУ, где пластмассовыми плоскогубцами выдергивать игрушечные ногти у игрушечного сепаратиста. Слава Украине! Героям слава! Как вам разоблачение российских пропагандистов? Порвали на куски, да?